Вопрос о том, какой размер полового члена необходим для удовлетворения женщины, один из самых распространенных и при этом самых мифологизированных в современной культуре. На него влияют стереотипы, порожденные массовой культурой, порноиндустрией и нездоровыми разговорами в мужских компаниях. Реальность же, основанная на данных физиологии, сексологии и психологии, гораздо сложнее и, что важно, гораздо оптимистичнее. Чтобы понять, почему размер не является определяющим фактором, нужно обратиться к анатомии женщины. Влагалище — эластичный орган. В невозбужденном состоянии его длина составляет в среднем от 7 до 12 сантиметров. При сексуальном возбуждении оно расширяется и удлиняется. Происходит так называемая влагалищная тента — подъем шейки матки. В таком состоянии влагалище может достигать длины 15 сантиметров и более, адаптируясь под особенности партнера. Таким образом, при достаточном возбуждении и готовности женщины влагалище способно комфортно вместить половой член практически любого размера. Основная зона удовольствия располагается у входа. Подавляющее большинство нервных окончаний, отвечающих за удовольствие, сосредоточено в нижней трети влагалища, в области первых 3-5 сантиметров. Эта зона, известная как оргазменный обруч, особенно чувствительна. Глубокие отделы влагалища содержат гораздо меньше нервных рецепторов, поэтому именно стимуляция у входа чаще всего важнее для достижения оргазма, чем глубокие движения. Центральную роль играет клитор — главный орган женского удовольствия. По строению он является аналогом мужского полового члена и содержит тысячи нервных окончаний. Большинство женщин, по разным данным от 70 до 90%, не могут испытать оргазм только от проникновения без прямой или косвенной стимуляции клитора. Внешняя его часть видна снаружи, но внутренние ножки уходят вглубь, охватывая влагалище. При возбуждении клитор увеличивается и становится более чувствительным. Многие позы и техники эффективны именно потому, что обеспечивают дополнительное воздействие на эту область. Многочисленные исследования, проведенные в разных странах, показывают, значимой связи между размером полового члена и сексуальной удовлетворенностью женщины не существует. Когда женщин просят описать идеальный размер, большинство выбирает средние значения. Слишком большие размеры часто вызывают дискомфорт, болезненные ощущения, особенно при касании шейки матки, и даже страх перед половым актом. В вопросах женщины значительно выше оценивают такие качества партнера, как умение, чуткость, внимание, страсть и эмоциональная связь, чем размер его гениталий. Умение чувствовать партнершу, менять ритм, глубину и угол движений, использовать прелюдию и вовлекать все тело в ласки — вот что действительно приводит к удовлетворению. Тем не менее, полностью отрицать значение размера нельзя. В редких случаях он может влиять на комфорт, хотя это не является правилом. Слишком большой половой член может вызывать боль. Удары в шейку матки многим женщинам неприятны. В таких ситуациях стоит выбирать позы, ограничивающие глубину проникновения, например, ложки или миссионерскую с подушкой под тазом, чтобы изменить угол. В противоположных случаях, при очень малом размере, менее 7-8 см в эрегированном состоянии, возможны механические трудности с полноценным актом. Однако даже тогда пара способна достичь взаимного удовлетворения с помощью оральных ласк, рук, секс-игрушек и других форм близости. Вместо того, чтобы зацикливаться на сантиметрах, гораздо важнее обратить внимание на то, что действительно влияет на качество интимной жизни. Прелюдия — это не формальность, а важная часть сексуального процесса. Она помогает женщине расслабиться, возбудиться и подготовить тело к комфортному контакту. Поцелуи, ласки всего тела,
Стимуляция эрогенных зон — шеи, груди, внутренней поверхности бедер и клитора — залог гармонии. Однообразные движения редко приносят наибольшее удовольствие. Следует пробовать разные позы, позволяющие по-разному воздействовать на чувствительные точки, менять ритм и глубину, использовать круговые движения. Эмоциональная близость и доверие — мощнейшие афродизиаки. Умение говорить о своих желаниях и слушать партнершу ценится гораздо выше любых физических параметров. Нужно обращать внимание на ее невербальные реакции и не бояться спрашивать, что ей приятно. Секс — это не только проникновение. Оральные ласки, прикосновения, взаимная мастурбация, поцелуи и объятия придают ощущение полноты и близости. Понимание того, что клиторная стимуляция — основной путь к оргазму у большинства женщин, меняет подход к интимной жизни. Это можно делать руками, языком, во время полового акта в определенных позах или с помощью специальных устройств. В итоге можно уверенно сказать: для удовлетворения женщины достаточно среднего размера, при котором возможен комфортный половой акт. Куда важнее разум, внимание и умение партнера, его чуткость, желание доставить удовольствие и способность сделать интимность насыщенной и эмоционально глубокой. Сексуальное удовлетворение — это сочетание физиологии, психологии, доверия и техники. Сводить его к физическому параметру значит упрощать и обесценивать сложный мир человеческой близости. Доверие, открытость и искренняя забота о удовольствии партнера — вот настоящий ключ к гармоничным отношениям.